Здравствуйте всем, меня зовут Роман. Это третий ролик о нашей поездке на 3 дня в окрестности Тэджона. И в этом ролике я расскажу вам о знаменитой на всю Корею пекарне Сонщиндан. На третий день мы уже четко понимали, во сколько нам нужно занять очередь и что конкретно мы хотим купить. Я вообще, если честно, немножко скептически на это все смотрел. Всегда, когда я вижу многометровые очереди, стоящих за чем-либо людей, это меня вызывает тихий ужас. Я не понимаю, для чего мы тратим столько времени. Тем более, когда я не ем сладкое сейчас и стараюсь кушать меньше хлебобулочных изделий. Но, готовя материал для этого ролика, я погрузился в историю этой пекарни и понимаю, почему она стала такой культовой и обязательно для посещения в программе любого путешественника, который едет в город Тэджон. Идем за хлебом. Устали утром, идем за хлебом. 40 минут 7. Вчера вот столько людей там ходят с этими пакетами. И, короче, там вот этот пакет, это с этой булочной. Ты сразу понимаешь, что люди оттуда с покупками идут. И вот сегодня, короче, решили пораньше встать. Там 8 часов открывается. Пойдем покупать хлеб. Елки-палки. Ну, Хён говорит, что типа надо пораньше, потому что уже 8 часов типа придем, там уже очередь будет 100-метровая. И мы, короче, вот сейчас еще 7 нету и топаем туда за хлебом. Ну, не знаю, я как бы не особо по хлебу уношусь. Попробовать возьму что-нибудь. Там, в общем, два магазина. Один магазин для хлеба. Ну, там, я не знаю, может быть, какой-нибудь ароматный хлеб там готовят. И второй, короче, для выпечки. Торты, там, в общем, такое. Я туда, наверное, там ничего брать не буду, потому что сладкое не ем. Вот. Ну, в общем, короче, туда сейчас топаем. Машину пока бросили в отеле. Сейчас там, наверное, часа 2, наверное, потеряем, я думаю. Ну, надо попробовать, что за сумасшедший там знаменитый хлеб, по которому все уносятся. Вот она, булочная. Обалдеть, уже очередь стоит. Короче, я пошел в другой магазин. Хён здесь остался. Он торты хочет взять. А я пойду куплю что-нибудь из хлеба. Короче, идем во второй магазин. Он здесь находится рядом, по соседству. Там продают хлеб. Вон там тоже очередь уже стоит. То есть эта очередь будет еще стоять целый час до открытия магазина. Деревянная витрина перед главным зданием пекарни на каждый сезон года имеет разную тематику. Мы были летом, и в летний сезон в Сонщиндан открывает продажи пинсу. Это традиционный десерт. Его делают из колотого льда, перемешанного с красной пастой из бобов и другие ингредиенты. Обычно, покупая пинсу, люди всегда раньше кушали там же, где и покупали. Но в 1966 году Сонщиндан первые внедрили специальную упаковку из пенопласта, которая позволяла пинсу забирать
с собой в офис, либо домой. Кстати, кукла в соломенной шляпе – это маскот компании, зовут ее Наоми. Капец, здесь очередь, блин, длиннее, чем тот магазин. Уже где-то метров 50, наверное, точно есть. Елки-палки. Ну, придется постоять. Че? Здесь как бы город Тэджон, он известен вот как раз этой пекарней. Все, кто сюда приезжает, они стараются здесь купить хлеб, либо выпечку какую-то. Ну, вроде как здесь вот эта пекарня, она знаменита своим тестом. Вот. В общем, купим. Вообще история такая. Основатель пекарни Лим Киль Сун с семьей жил на территории нынешней Северной Кореи, в провинции Южный Хамгён. Он был глубоко верующим католиком, и в 50-м году, во время войны, спасаясь от коммунистического режима, он с семьей оказался на знаменитом американском корабле Meredith Victory. В числе 14 тысяч беженцев был вывезен из оккупированной северянами порта Ханнам. Оказавшись на борту этого судна, на краю гибели, Лим Киль Сун поклялся, что если я выживу, я до конца своих дней буду помогать нуждающимся. Этот корабль успешно дошел до острова Коджидо. Позже их семья перебралась на материк, в город Чинхэ. И в 1956 году семья решает уехать в Сеул. Но по дороге сломался поезд, и им пришлось выйти на станции Тэджон. Оставшись в чужом городе без денег, Лим Киль Сун отправляется в местный католический собор Тэхиндон, где местный священник выделяет ему 2 мешка миссионерской муки. На эту муку Лим Киль Сун сооружает палатку-навес прямо возле вокзала Тэджона и начинает продавать китайские пареные булочки с бобовой пастой начинкой. В знак благодарности католической церкви пекарню называют Сом Шиндан, что переводится как «зал Святого Сердца». С самого первого дня Лим Киль Сун выполняет свою клятву. Он, выпекая условно 300 булочек, 100 штук отдает нуждающимся, нищим прямо на вокзале. Лим Киль Сун сотрудничал с католическим собором Тэхиндон. Помощник священника, в будущем епископ Рене Дюпон, лично находил в трущобах особо нуждающиеся семьи и давал адреса Лим Киль Суну. А Лим Киль Сун уже сам лично относил голодающим благотворительную еду. Этот католический собор очень красивое сооружение. В 1962 году он был перестроен и сейчас является объектом культурного наследия Южной Кореи. В 2011 году Сон Шиндан стала первой корейской компанией, попавшей на страницу туристического гида Michelin Green Guide. В 2014 году, во время официального визита Папы Франциска в Южную Корею, пекарня получила статус эксклюзивного поставщика хлеба для ватиканской делегации. За многолетнюю благотворительность Ватикан наградил владельца рыцарским орденом Святого Григория Великого. В 2024 году с Сон Шиндам официально запущена процедура признания пекарни объектов материального культурного наследия Южной Кореи. Эти 2 дня вообще просто супер. Все мечты практически сбылись. Все попробовал, все увидел. Сейчас вот стоим здесь, в мишленовском заведении, будем булочки покупать. Потому что, блин, устал. Короче, отдыхать тоже тяжело, оказывается. Нужно работать тоже, чтобы отдохнуть. В горах мы вот посидели, там блинчик с макали выпили. Потом пошли в известную чикенную здесь, чикен поели. Потом пошли в известный тубу поели. Потом еще и началось вечером.
мясо, потом рыба жареная, потом еще и пицца, короче. Мой организм столько не выдерживает. Открылись они сейчас 7:30, пораньше. Вообще 8 открывается, но 7:30 у них, видимо, из-за того, что наплыв людей большой, они раньше открываются. В общем, очередь двинулась. А пока стояли, короче, очередь в 3 раза больше стала. В 3 раза. Вот эти все люди сейчас стоят туда. Стоят за хлебом. Короче, сейчас зайдем, посмотрим. Так, пока очередь тормознулась, видимо, партиями будем заходить. Серега вот взял уже такую булочку. Я что-то не знаю, что брать. При входе в пекарню вы берете поднос и щипчики. И в общем потоке по рядам вы набираете все, что вам понравилось. Сколько здесь? Лино наполнял свой поднос и поднос Хёна, который держал я. После смерти основателя пекарни Лин Кильсуна бизнес унаследовал сын основателя Лин Йон Джин. При нем пекарня переехала с вокзала в центральный район Инхэндон и переключилась на современные кондитерские технологии. По легенде, в 80-м году Лин Йон Джин изобрел твигим соборо. Это легендарный продукт этой пекарни. Вместо того, чтобы запечь булочку в духовке, он пустил ее во фритюр кипящим маслом. И это создало новый продукт. И этот продукт, он стал хитом. В дальнейшем Сончиндан запатентовали эту технологию, и она сейчас ассоциируется именно с этой пекарней. Кстати, очередь, на которую обратил внимание Сергей в предыдущем ролике, стоит не в основную пекарню, а в сэндвичи Чонгоджан. Переводится как станция сэндвича. Он находится с торца основного здания и ведет на цокольный этаж, где находится точка по продаже сэндвичей и багетов. После пекарни мы присоединились к Хёну, стоящему в очередь в кондитерку. И она, кстати, еще не открылась. То есть пекарня открывалась где-то в 7:30, а кондитерка в 8 часов. И вот за полчаса мы успели купить пекарню, интересующую нас продукцию. Это очередь на торты стоит. Вот это все длинная очередь. Ё-моё. Обалдеть, мы не зря рано пришли, потому что... Обалдеть. Это я сейчас самый конец стал. — 22 января 2005 года в главном четырехэтажном здании вспыхнул пожар, фабрика, торговый зал и все оборудование сгорели дотла. Глава компании, считая это концом бизнеса, планировал закрыть пекарню и выплатить выходные пособия сотрудникам. Однако сотрудники сами вышли к пепелищу, растянули баннеры «Восстановим Сончиндан вместе» и начали бесплатно разбирать завалы вручную. Видя преданность рабочих, владельцы бизнеса взяли кредиты и заново отстроили флагманский магазин в рекордные сроки. И с этого момента компания внедрила модель Economy of Communion, это экономика солидарности, распределяя 15% прибыли между штатами. Все, открылись. Теперь идем за сладостями, за выпечкой. После запуска тортов Сиру в 2021 году они стали дико популярны. В будни цех выпускает около 2000 тортов, а в выходные до 5000 штук в день. Короче, я тоже себе взял небольшой подарок. Не знаю, посоветовали вчера. Поэтому
попробую. Изготовление тортов построено по принципу открытой фабрики. Прямо за стеклом видно, как кондитеры прямо на глазах у очереди готовят торты. Торты Сиру не хранятся на складе. Время от момента, когда ягоды уложили на коржи, до момента, когда покупатель забирает упаковку у кассира, составляет всего несколько минут. И в каждую коробку сборщики упаковывают сухой лед и термопакеты, рассчитанные строго на время поездки покупателя до дома. Я еще помню, когда кассир уточнила у Хёна, куда мы направляемся и как долго будет наша поездка. Ну, то есть в зависимости от этого она подготавливала нам термопакет. Цены, кстати, в Санчиндаме приемлемые. У Сергея супруга Лида, например, она, сравнив цены в пекарнях нашего города и цены в Санчиндаме, сказала, что это недорого. Да даже если посмотреть, у Сергея были полные пакеты разных вариаций хлеба, и был даже торт, и при всем при этом он заплатил чуть больше 100 тысяч вон. Что удивительно, но Сончиндам, работающий только в одном городе Тэджоне и имеющий здесь 4 филиала, обходит по прибылю такие крупные компании, как Париж Богет, имеющие больше 3400 магазинов по всей Корее, и Толяжур, имеющий больше 1300 точек по всей Корее. В итоге наш поход Сончиндан как бы не вызывал у меня ассоциации с моим детством, когда я ходил с утра в хлебный магазин за хлебом, стоял также в очереди, чувствовал вот этот запах свежевыпеченного хлеба. И все флешбеки советского периода, связанные с походом за хлебом, это все-таки немножко другое. Но мне было интересно поучаствовать в этом, как называют корейцы, open run. Это когда люди специально занимают очередь задолго до открытия магазина, чтобы купить все самое свежее и успеть, пока не разобрали. Относительно Тэджона это еще называется хлебным паломничеством. Пообедав, я, как самый необремененный хлебом и зрелищами и сопутствующими тяготами, сел за руль. И, как это обычно бывает, обратная дорога с облаками оказалась и короче, и быстрее. И в какой-то момент Хён обратно сел за руль. И таким образом мы доехали до дома, до Каннына. Вообще город Тэджон я хотел посетить очень давно. Дед по материнской линии, Чекитек, он вообще родился и вырос в окрестностях Тэджона. И в 1947 году со своей матерью, с моей прабабушкой, он поехал в СССР на заработки. И из-за того, что в Корее началась война, он остался в России. Уезжал он, кстати, с города Пхеньян. На тот момент Корея, она еще не была разделена, была единой страной. Вот такое у нас было трехдневное путешествие в Центральную Корею, в горы Майсан и Тэдонсан. И впервые за 9 лет жизни в Корее я наконец-то благодаря Хёну посетил город Тэджон. Спасибо ему, кстати, за организацию нашей поездки. Спасибо нашим ребятам из нашей компании, с кем мы провели эти 3 незабываемых дня. Я надеюсь, что это будет не последняя наша поездка. Всем, кто досмотрел ролик до конца, тоже большое спасибо. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Оставляйте комментарии. И предлагаю посмотреть небольшой бонус, который я вам приготовил. Всем пока. I bless up.